Привет! Сегодняшнее видео посвящено часам, на которые я очень давно хотел сделать обзор. Видео получилось длинным, поэтому я разбил его на части с разбивкой по времени для быстрой навигации по видео. Так что можно быстро перейти к нужному времени. Бывают ли часы классные во всех отношениях? Представьте, что вы выбираете часы онлайн и выставляете фильтры. Механические или кварцевые, материал корпуса, материал стекла, какой производитель, какие функции и так далее. Но давайте я приведу простой пример, потому что остальные параметры являются такими дискуссионными и зависят от предпочтений лично каждого человека. Итак, первый и наиболее понятный, но не определяющий параметр – это тип стекла. Какими бывают стекла часов и как их выбирать? Наиболее часто используемые типы стекла – это минеральное, сапфировое и плексиглаз. Конечно, в электронных часах встречается и просто пластик. Рассмотрим минеральное стекло. Это очень распространенный вариант. Некоторые производители разрабатывают свои запатентованные вариации этого стекла. Яркий пример так называемый Harlex компании Seiko. Но в любом случае это привычное нам стекло на основе кремния, хоть и обладающее повышенной прочностью. Тем не менее, на таком стекле со временем образуются царапины. И отполировать эти царапины не всегда получается просто. У меня есть видео на эту тему. И сильно поцарапанное стекло лучше всего поменять. И лучше это сделать у часового мастера. К тому же стеклу присуща определенная хрупкость. Другими словами, его можно просто случайно разбить. Еще одним вариантом является акриловое или по-другому органическое стекло. Ранее это был достаточно широко используемый материал даже в швейцарских часах. Оргстеклу легче придать необходимую форму, оно отличается простотой в производстве, и это положительно сказывается на итоговой цене таких часов. Другими словами, оно дешевле. Также акриловому стеклу характерна большая пластичность, они гораздо менее хрупкие, то есть их сложнее разбить. Но есть и минусы, оно очень быстро царапается. Вы даже можете сами не заметить, как на стекле образовались царапины. Этот минус смягчается тем, что такое стекло гораздо проще отполировать даже в домашних условиях. Для этого можно использовать специальную полировочную пасту PolyWatch. Но я даже видел видео, где человек полировал акриловое стекло просто зубной пастой. Я планирую снять видео на эту тему. Третьим вариантом является сапфировое стекло. Сапфир – это такой оксид алюминия, который встречается в природе в виде камней. Одной из разновидностей такого камня является рубин. А в часах используются прозрачные сапфировые стекла, произведенные искусственно. Ну и понятно, что из всех перечисленных ранее типов стекол сапфировое будет самым дорогим. Но также и это стекло будет самым твердым. По твердости сапфир уступает разве что алмазу. Таким образом, сапфировое стекло едва ли когда-либо у вас поцарапается. Что в итоге? Минеральное стекло – самый обычный вариант. Акриловое стекло наименее прочное, но легче всего полируется и наименее хрупкое. Сапфировое стекло не царапается, самое дорогое и самое хрупкое. Лично мой выбор падает на сапфировое стекло. Всегда приятно иметь часы без царапин на стекле. Идем далее. Корпус. Из чего делают корпус часов и как его выбирать? Итак, следующий параметр – это материал корпуса, а в часах с браслетом также материал браслета. Здесь рассмотрим три основных таких материала: латунь, нержавеющая сталь и титан. Для простоты я не буду рассматривать другие материалы, такие как пластик, какие-то полимеры, дерево и прочее, золото, серебро. Ну, начну с латуни. Раньше это был достаточно стандартный материал для часовой продукции. Конечно, делали и серебряные карманные часы, золотые наручные часы. Но в массовом производстве именно этот сплав меди и цинка нашел широкое применение.
латунь легче поддается обработке на станках, если сравнивать со сталью. То есть из латуни гораздо проще выточить какую-то заготовку. Сегодня из латуни изготавливаются часы наиболее доступной ценовой категории. Обычно корпус часов из латуни хромировали, этим придавался другой оттенок. Без покрытия латунь имеет свойство темнеть и оставлять следы, что характерно также для меди. Со временем верхний слой хромированных часов слезает, и под серебристым корпусом выступает желтоватый металл. Имейте это в виду. На часах из латуни часто устанавливали заднюю крышку, изготовленную из нержавеющей стали. На часах 60-х, 70-х годов и так далее часто можно увидеть надпись Stainless Steel Back или что-то в этом роде, что только задняя крышка изготовлена из нержавеющей стали, а не все часы. Дело в том, что нержавеющая сталь не вступает ни в какие реакции с потом и водой, не оставляет следов и не раздражает кожу. Так, мы подошли к наиболее стандартному материалу для изготовления корпусов и браслетов, часов. Это нержавеющая сталь. Нержавеющая сталь обладает важным плюсом. Она не подвержена коррозии, не вступает в химические реакции с окружающей средой и не вызывает раздражения кожи. При этом все равно после купания в хлорированной воде бассейна или соленой воде моря рекомендуется промыть часы в чистой воде. Также этот сплав гораздо прочнее латуни, хотя это не гарантия, что на корпусе не будут образовываться царапины или вмятины. Но это справедливо для любого металла, из которого изготавливают часы. Третий и мой предпочитаемый вариант — это титан. Титан обладает всеми преимуществами нержавеющей стали, то есть он прочный, гипоаллергенный, не ржавеет. При этом он на 45% легче стали. Это ощутимая разница, и это чувствуется на руке. К тому же он чувствуется теплее при соприкосновении с кожей, когда надеваешь часы, но это мое личное такое ощущение. Сталь, она имеет такой холодок, когда надеваешь часы, а титан как-то вот он теплее немножко. Я думаю, что это разница в свойствах физических, теплоемкости различных материалов. Третье и, наверное, центральная такая тема — это механизм. Какие бывают механизмы часов, как их выбирать, какие есть плюсы, какие минусы, что будет важно для вас. Механические часы или кварцевые часы. И вот это, наверное, наиболее дискуссионный вопрос. Я думаю, что на эту тему стоит снять отдельное видео. Здесь мы коснемся этой темы лишь вкратце. Но сначала отвечу на вопрос, почему не электронные часы. Электронные часы — это тоже кварцевые часы, но с отображением времени на дисплее вместо стрелочного отображения времени. На мой взгляд, электронные часы недостаточно универсальные. Электронные часы, они больше подходят для спорта, ну или в целом они выполнены в таком либо военном military стиле, или, ну, по крайней мере, casual. Но никак не подходят для формального стиля. Сюда я также отнес бы так называемые умные часы. Мне кажется, электронные часы и смарт-часы не сочетаются с костюмом, рубашкой. Это мое личное мнение, вы можете не согласиться. Да, я консервативен, мне кажется, что это не очень сочетается. Поэтому говорю, вопрос дискуссионный. В рамках данного видео электронные часы и смарт-часы я не рассматриваю. Итак, механизм. Лично мне ближе к сердцу все-таки механические часы. В них как будто бы есть душа, образно говоря. В таких часах никогда не сядет батарейка, просто достаточно их заводить вручную в случае ручного завода или постоянно носить в случае автоподзавода, и они не остановятся, будут ходить годами. Ну да, всякому механизму со временем понадобится чистка,
смазка. Но механические часы — это что-то, что можно передать по наследству от деда внуку. При этом чисто с практической точки зрения удобнее купить кварц. Часы с кварцевым механизмом обладают гораздо большей точностью, чем механические. Чтобы вы понимали, отклонение в 15 секунд в день является неплохим вариантом для механических часов. Это не лучший вариант, но точно не самый плохой. То есть, если ваши механические часы отстают или спешат на 15 секунд в сутки, это обычно нормально. Часто бывают допуски до плюс 40 секунд, минус 20 секунд в день. Так что 15 секунд в день отклонение для механических часов — это нормально. В то время как самые простые кварцевые часы легко обеспечат точность хода 15 секунд в месяц. Разница очевидна. Батарейка для часов стоит недорого, и заменить ее раз в 2-3 года не составит большого труда. Я всегда делаю это самостоятельно. Никакого другого обслуживания кварцевые часы обычно не требуют. Некоторые производители, например, Swatch, делают корпуса часов неразборными и оставляют только откручивающуюся крышку для батарейки. То есть они с самого начала не закладывают необходимость обслуживания этих часов, только замену батарейки. Также, что касается дополнительных усложнений в часах, у кварцевых часов и здесь преимущество. И далее обсудим это подробнее. А пока что отмечаем механизм кварцевый. Рассмотрим дополнительные возможности. Да, менять батарейку кварцевых часов не такая большая проблема, но батарейка может сесть в самое неподходящее время. Предположим, вы в аэропорту и спешите на свой рейс, или торопитесь на поезд, и вдруг обнаруживаете, что часы на вашей руке остановились. Вот незадача. А так удобно иметь время, что называется, под рукой. А если еще и телефон в дороге разрядился, это создает еще большее неудобство. Или вы пошли в поход и не можете рассчитывать на постоянный заряд у вашего телефона. И если в такой ситуации села батарейка кварцевых часов, то поменять ее будет совсем проблематично. Я знаю, что это такие вымышленные ситуации, но они не совсем уж нереальные. А что, если батарейка никогда бы не садилась? Конечно, часы на солнечной батарее, а если точнее с подзаряжаемым аккумулятором и солнечной панелью. Отличный вариант. Часы, которые не нужно подзаводить и для которых не нужно менять батарейку. Отмечаем Solar, часы с солнечной панелью. Далее, день и дата. Мне удобно, когда на часах есть дата. Это довольно распространенное усложнение в часах. А еще неплохо иметь день недели. Не то чтобы я всегда забываю, но это приятный плюс. И это не редкость даже в механических часах. Но чтобы в часах было отображение месяца, интересно. С днем недели все просто. За понедельником следует вторник, за вторником среда и так далее. Немного сложнее с датой. В каком-то месяце 31 день, в другом 30, в каком-то обычно 28, но бывает и 29. Можно вполне забыть об этом и с удивлением обнаружить странную дату на своих часах. А время? Точность хода такова, что через какое-то время часы будут спешить или отставать. А в некоторых странах переходят с летнего на зимнее время и обратно. Было бы удобно, чтобы часы и ходили точно, и дата всегда была точной. Конечно, радиосинхронизация. Всегда точное время и точная дата. К счастью, там, где я живу, этот сигнал принимается. Правда, приходится оставлять часы ночью на подоконнике. Что еще может быть в часах? Отображение день-ночь. Или, по-другому говоря, время в 24-часовом формате. Ладно, еще? Хронограф. Есть хронограф? Отлично. Может быть, отображение второго часового пояса? Давайте. Будильник? Почему бы и нет. Конечно, многие из этих усложнений присутствуют и в механических часах. Но чтобы все вместе, наверное, только в кварцевых.
Тут им нет конкуренции, на мой взгляд. Получилось довольно много всего. И если собрать все это в одних часах, то в моем случае получилась эта модель Citizen. Они объединяют в себе все эти функции. И это достаточно круто для стрелочных часов. То есть получается не электронные часы, не смарт-часы, но при этом напичканные технологиями. Часто можно увидеть надпись Stainless Steel Back или Stainless Steel Back или что-то в этом роде.